Сань, что там за фигня-то? Да не знаю, катушки вроде нормально все. Свечи нормальные, проверил. Все на месте, масло есть. Капец, короче, подзависли мы здесь. Что-то с фокусом не то. Не знаем что. Ребят, подскажите, как быстрее из города выбраться? Да. Ладно, что там у тебя? Это из игры тачка. Там свернешь направо, вот метров через 200. Свернешь направо, поедешь. Блин, погоди. Это реально она. Саня, это из игры тачка. Какой нахер игры? В общем, свернешь, там будет будка DPS-ная. Туда не едь. Капец, диски. Обвес вообще просто один в один. Давай, дружище, справишься. Да. А в ролике посниматься... Это что было-то? Все мы помним Nissan Skyline из «Форсажа», Shelby Eleanor из «Угнать за 60 секунд» или, например, Chevrolet Camaro из «Трансформеров». Благодаря кинематографу все эти автомобили навсегда останутся в наших сердцах. Но есть и еще одна тачка. Нет, ее не снимали в кино, она не показывалась в рекламах, но все ее узнают, когда я скажу, что это первое место Blacklist Need for Speed Most Wanted. А вот тот самый человек, который смог воплотить мечту миллионов в реальность. Костя, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, с чего вообще началась идея постройки этого автомобиля у тебя? Ну, разумеется, с игры. Вот в детстве, когда поиграл, стал болеть этой машиной, стал мечтать именно о BMW, а именно о BT3 в 46-м кузове. И, наконец, пришел к тому, что увидел диски, увидел, что есть капот, загорелось желание. И я решил попробовать. Здесь, наверное, самая большая сложность стояла то, что нету ничего. Ну, то есть ни каких-то исходных размеров, ничего. То есть кроме фотографий, картинок. И причем каждые картинки в каждой версии, они отличаются друг от друга. Где-то чуть так, где-то чуть по-другому. То есть прийти к какому-то одному варианту было очень сложно. Второе, было сложно адаптировать все, опять же, под городские условия. Когда мы начали создавать обвес, мы столкнулись, что мы не можем конструктивно сделать такую ширину, как у настоящего GT-R. Мы не можем опустить машину на такую высоту, как настоящий GT-R. Это все бы привело к тому, что я бы не смог ездить в городе. То есть эта машина бы превратилась просто... Выставочный экспонат. Да, приехал, поставил, все, смотришь, любуешься. Но передвигаться на ней было бы просто невозможно. И сколько у тебя ушло времени на вот этот образ, который мы видим уже сейчас? Ну, в общей сложности 2 года. То есть от начала, как я ее полностью разобрал, до конечного результата прошло 2 года. А многие, наверное, не заметили, но тут есть некоторые детали, которые все-таки не 100% похожи на копию из игры. Например, вот эта заливная горловина. Как мы помним, в игре у нас получается здесь 2 заливных горловины. Расскажи, вот почему ты поставил одну и зачем вот ставятся вот эти вот 2? Данная система нужна только в гонках. Ну, тех, которые участвовал автомобиль. Служит эта система для быстрой заправки, когда на пит-стопе нужно мгновенно залить большое количество топлива. Мы все-таки в городе. Мне эта система не нужна, там нету лючка. То есть там, получается, в одну это самое подается, Закачивается другая отсасывается воздух, да, получается. да. Да? То есть здесь у нас... Здесь этого просто не нужно. Ну, во-первых, как бы она бы не закрывалась, потому что там просто стоит клапан. Ну, то есть, чтобы пистолет обсовываешь, как бы... Вставляешь, как бы открывается, вытаскиваешь, он закрывается. То есть данная система для города просто не нужна. И многие писали про то, что у тебя не было бокового выхлопа сбоку, когда мы еще снимали тизеры в том году. То есть у нас выхлоп был сзади, и бампер был другой еще.
Сейчас ты поставил выхлоп. В чем была проблема вот именно установки этого выхлопа? Ну, проблема, потому что конструктивно, на самом деле, это очень сложная задача. Это не так просто, что взял, вывел именно в порог выхлоп, как бы. А в настоящей версии он проходит ровно от моторного щита, от двигателя наискосок до порога. Я просто не понимал, как расположить выхлоп. То есть, ну, куда его спрятать? Ведь туннель сделать не проблема, но надо же куда-то деть банку. Соответственно, чтобы его сделать здесь, при этом не нарушить геометрию кузова и как-то все расположить это, чтобы это можно было, опять же, эксплуатировать в городе, пришлось отказаться от бензобака, от штатного, перенести бензобак в багажник, здесь сделать туннель и развернуть как бы выхлоп наискосок. Ну и, соответственно, туннель пришлось делать в обход. Салон я решил оставить, в принципе, в стоковом состоянии, за исключением руля, который был использован уже от F-серии BMW. Ручки передач, она была позаимствована у BMW M4 Performance. Ну, приборная панель я поставил, конечно же, от M3 46. Все в остальном, здесь просто перешиты были сиденья, салон поменялся полностью на черный, и планки были сделаны под рояльный лак. Ну и главная изюминка этого проекта — это, конечно, вот эти диски. То есть ни на одной реплике BMW GTR из игры я не видел вот таких вот точь-в-точь похожих дисков. Расскажи, где ты их достал? Эти диски были привезены из Японии, я искал их, нашли мы тогда на аукционе, долго выкупали этот лот, но его постоянно перебивали. И в оконцовке все-таки они стали моими, и где-то месяца 2, наверное, я их ждал, пока они приедут. Че по бабкам? Остались-то? На заправку-то теперь хватает. Торгуешь, да? Ну и на самом деле самым сложным моментом это было начать и закончить, довести дело до конца. В принципе, как в любом деле. Это самое сложное вообще. Уже под конец хотелось, я думал, что это никогда не закончится. И сейчас я вспоминаю эти моменты, я даже хотел бы еще раз это пережить. Это было здорово. Построить вторую такую копию. Ну, вторую нет. Возможно, какой-нибудь проект я еще создам, но пока не знаю какой. Ну и как вообще народ реагирует на эту машину? Что на улице люди говорят? Ну вот что-что, а вот этим я, конечно, вниманием не обделен. Люди, конечно... Не, ну а это что было? Ну почему каждый раз, когда мы начинаем снимать, происходит какая-то дичь?